Шарль Луи де Монтескьё, французский писатель, правовед и философ эпохи Просвещения, один из зачинателей идеологии либерализма. Правительство должно быть таким, чтобы люди могли не бояться друг друга. Как мал промежуток между временем, когда человек еще слишком молод, и когда он уже слишком стар. Чужое счастье всегда представляется нам преувеличенным. Сколько всего нужно, чтобы сделать счастливым только одного человека? В избытке даже разум не всегда желателен, и люди почти всегда лучше приспосабливаются к середине, чем к крайностям. Для того, чтобы стать великим, нужно стоять с людьми, а не над ними. Любить чтение – это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения. Законы – это паутина, крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие застревают. Самая жестокая тирания – та, которая выступает под сенью законности и под флагом справедливости. То, что в одно время является правдой, в другое бывает заблуждением. Когда гонятся за остроумием, ловят порой лишь глупость. Когда человек изо всех сил выискивает средства заставить других бояться его, он прежде всего достигает того, что его начинают ненавидеть. Человек умный чувствует то, что другие лишь знают. Финансисты поддерживают государство точно так же, как веревка поддерживает повешенного. Большая часть того, что делает нас счастливыми, неразумна. Нужно быть правдивым во всем, даже в том, что касается Родины. Каждый гражданин обязан умереть за свою Родину, но никогда нельзя обязать лгать во имя Родины. Жестокость законов препятствует их соблюдению. Конечно, весьма утомительно не иметь денег, но должны же мы хоть в чем-то себя ограничивать. Обычно в нашей воле дать своим детям наши знания, и еще больше дать им наши страсти. Я всегда замечал, что для успеха в свете надо иметь придурковатый вид и быть умным. У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной есть 100 тысяч возможностей. Не быть любимой – несчастье, перестать ею быть – оскорбление. Бесчисленное множество учителей всевозможных языков, искусств и наук преподают то, чего сами не знают, а ведь тут нужен немалый талант.
ибо для того, чтобы научить тому, что знаешь, особого ума не требуется. Зато его нужно чрезвычайно много, чтобы учить тому, чего не знаешь. Каждый обязан, если нужно, умереть за свою родину, но никого нельзя обязать лгать во имя Родины. Чем меньше люди думают, тем больше говорят. Крупные подлости делаются из ненависти, мелкие – из страха. Подавляющая часть людей более способна к великим делам, нежели к добрым. Каждый народ достоин своей участи. Клясться женщине в вечной любви столь же нелепо, как утверждать, что всегда будешь здоров или всегда будешь счастлив. Если бы желать только быть счастливым, то этого скоро можно достигнуть. Но люди желают обыкновенно быть счастливее других, а это почти невозможно, потому что мы считаем других всегда более счастливыми, чем они есть на самом деле. Набожность находит такие оправдания дурным поступкам, которых простой порядочный человек не нашел бы. Несправедливость, допущенная в отношении одного человека, является угрозой всем. Для того, чтобы иметь успех в свете, надо уметь казаться безумным, но при этом оставаться благоразумным. Когда характер хороший, то не страшно, если обнаружатся некоторые недостатки. Нет ничего досаднее, чем видеть, как удачно сказанное слово умирает в ухе дурака, которому ты его сказал. Завистник сам себе враг, потому что страдает от зла, созданного им самим. Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на убеждении в своей безопасности. Несчастна судьба людей, только что ум достиг своей зрелости, как тело начинает слабеть. Свобода – это право делать все, что не запрещено законом. Обаяние чаще заключается в уме, чем в лице, так как красота лица обнаруживается сразу и не таит ничего неожиданного. Но ум раскрывается лишь понемногу, когда сам человек этого желает, и в той мере, в какой он этого желает. Следует оплакивать людей, когда они родятся, а не тогда, когда они умирают. Раньше имущество частных лиц составляло общественное достояние, а теперь общественная казна становится достоянием частных лиц. Сохранить победу труднее, чем одержать ее, потому что победа одерживается при помощи всех сил, а для ее сохранения обычно употребляют только их часть. Как легко дать предмету новое название, так трудно изменить его сущность.
Чтобы совершать великие дела, не нужно быть величайшим гением. Не нужно быть выше людей, нужно быть вместе с ними. Шарль Луи де Монтескьё. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.